3 года полномасштабной войны в Украине. Пожар в больнице и в приюте для животных. Пенсионерка умерла на концерте в Ваенге. Это новости на Ходорковский лайв. Ставьте лайк, подписывайтесь. Украинские дроны ударили по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу. Официально об этом не сообщили. Губернатор региона только упомянул возгорание на неназванном предприятии из-за падения обломков сбитого дрона. Завод принадлежит Роснефти, является одним из крупнейших объектов нефтяной инфраструктуры в России. Кадры с огнем и заревом в районе предприятия опубликовали украинские телеграм-каналы. Данные карты пожаров НАСА подтверждают очаг возгорания на территории завода. Рязанские НПЗ атаковали и ранее, в ночь на 24 и 26 января. Из-за предыдущих атак Роснефть через суд добилась удаления изображений завода с Яндекс.Карт. Как это выглядит, вы видите на экране. На третью годовщину полномасштабной войны в Украине в Киев приехали лидеры европейских стран. В украинской столице пройдет саммит, который ранее анонсировал президент Владимир Зеленский. Украину посетили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Евросовета Антониу Кошта, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президенты Литвы и Латвии Гитанас Науседа и Эдгарс Ринкевич, премьер Эстонии Кристин Михал и глава правительства Испании Педро Санчес. Мы сегодня в Киеве, потому что Украина – это Европа. В этой борьбе за выживание на кону не только судьба Украины, это судьба Европы. С Вашингтоном у Киева диалог идет сложнее. После инаугурации Дональда Трампа США фактически ведет переговоры о завершении войны только с Россией. Зеленского Трамп критикует и пытается давить на него. На этом фоне президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер хотят убедить Трампа не вести двусторонние переговоры с Москвой. Об этом пишет издание «Таймс». Они должны поговорить с американским президентом на этой неделе. Встреча главы Франции и США пройдет сегодня, 24 февраля. Со Стармером Трамп планирует встретиться 27 февраля. По данным источников «Таймс», в обмен на отказ от двусторонних переговоров Франция и Великобритания хотят предложить США европейские обязательства по обеспечению безопасности Украины в будущем. Какие именно, не уточняется. Полномасштабное вторжение России в Украину началось 24 февраля 2022 года около 4 утра. За 3 года на войне погибли как минимум 95 тысяч российских военнослужащих. И это самая скромная оценка потерь от изданий BBC и «Медиазоны» по открытым данным, некрологам в соцсетях, публикациям СМИ и официальным заявлениям. Сегодня эти медиа опубликовали поименный список погибших. Ссылка на него будет в описании к этому ролику. Точные данные о потерях неизвестны. Российская Минобороны не сообщает о жертвах среди военных. Аналогичные подсчеты с украинской стороны говорят о 70 тысячах погибших солдат ВСУ. Полными данными с украинской стороны мы также не обладаем. В Ялте 24-летний мужчина сбросил кошку со смотровой площадки Ласточкиного гнезда. Животное, скорее всего, погибло. Кошка Муся жила на территории комплекса 10 лет и была местной достопримечательностью. Живодера задержали. Вот как он объяснил свой дикий поступок. А зачем вы кота сбросили? Он начал сопротивляться, начал вырываться. Кот сопротивляться начал? Ему, видимо, не понравилось, что я его на руки взял. Так а зачем вы его с обрыва скинули? Что он начал вырываться. А в Екатеринбурге сгорел приют для животных «Четырелапы». Как пишет местный портал justmedia.ru, погибли 14 содержащихся в нем кошек и собак. 13 животных удалось спасти. Спасали зверей в том числе волонтеры. Один из них, Юрий Климов, отравился угарным газом. Он попал в реанимацию. В пресс-службе МЧС по Свердловской области сообщили, что огонь, скорее всего, перекинулся на приют из соседней квартиры. В Петербурге рано утром загорелось здание Обуховской больницы на Фонтанке. Проезд по набережной был ограничен. На место прибыли 6 пожарных расчетов. Издание «Фонтанка» сообщило, что возгорание удалось локализовать на площади 200 квадратных метров. Обуховская больница – одна из старейших в Петербурге. Она была открыта в конце 18 века. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Сейчас большая часть корпусов закрыта на реконструкцию. В здании бывшего женского корпуса находится одна из клиник военно-медицинской академии имени Кирова. В Твери пенсионерка скончалась на концерте Елены Ваенги. Об этом сообщил телеграм-канал «Шот». По данным издания, 71-летняя Тамара пришла на концерт в ДК «Пролетарка» со своей подругой. Обеим женщинам стало плохо во время шоу. Одну из них удалось спасти, а Тамара умерла тем же вечером. Ваенга прервала концерт сразу после инцидента. «Шот» пишет, что зрители жаловались на страшную духоту в зале ДК. Позже телеграм-канал уточнил, что причиной смерти пенсионерки стал оторвавшийся тромб.
В Германии в эти выходные прошли досрочные парламентские выборы. Победу на них одержала консервативная партия «Христианско-демократический союз» во главе с Фридрихом Мерцем. Они получили почти 30% голосов. Во внешней политике Мерц – последовательный сторонник Украины. Партия канцлера ФРГ Олафа Шольца выступила с худшим историческим результатом. Канцлер поздравил с победой Мерца. Für mich ist es deshalb aber zunächst einmal wichtig, hier von dieser Stelle aus der CDU-CSU, dem CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz zu gratulieren, zu dem Auftrag, die nächste Regierung zu bilden. Herzlichen Glückwunsch zum Wahlergebnis. Второе же место впервые в истории получила крайне правая партия «Альтернатива для Германии». У нее больше 20% голосов. АДГ выступает против роста расходов на помощь Украине. Лидер партии Алиса Вайдель призывает снять санкции с России. В парламент также прошли партия «Зеленые» и «Левая партия». И это все важные новости к этому часу. Не забудьте поставить лайк этому ролику, так его увидит больше людей. Подписывайтесь на нас в Ютубе, а также подписывайтесь на нас в Телеграме. Так мы сможем оставаться с вами на связи в случае полной блокировки YouTube в России. В студии для вас работала Екатерина Воропай. Берегите себя и до встречи.